Если ты уже некоторое время торгуешь на рынке, но все еще почему-то без стабильного результата и получаешь слив за сливом за сливом, то это видео для тебя. Потому что моя задача за следующий час, который мы с тобой проведем вместе, сделать так, чтобы ты из трейдера, который либо полностью нулячий, либо уже торгует, но нету стабильности, пришел к стабильному трейдингу. К трейдингу, который дает тебе пошаговое понимание того, что ты делаешь в каждом шаге. Чтобы ты прям по шагам понимал от А до Я. Вот откуда мне нужно начать и вот где мне нужно завершить, чтобы получить take profit. Смотри. Вот наш план с тобой на сегодня. Как видишь, я подготовил целый большой мироборд, в котором расскажу тебе, как торговать по этой системе. Сделал ее максимально простой. Это именно та торговая стратегия, с которой я сделал свои первые не шальные, а именно прям системные 100 тысяч долларов с рынка. И прямо сейчас всем своим ученикам, которые торгуют вместе со мной, первично я даю именно эту стратегию. Потому что с ней ты получишь больше всего результатов. Итак, давай перед тем, как мы перейдем к тому, как ты можешь открывать такие или вот такие позиции на 5-минутке, или вот такие позиции на минутке практически каждый день. Перед тем, как мы перейдем к этому, обсудим, что ложится фундаментом прибыльной стратегии. Как вообще понять, что твоя стратегия прибыльна? Смотри, если разделить рынок на волны и на фазы движения, то их существует всего несколько. В конце концов, всегда рынок движется либо вверх, либо вниз. Мы это с тобой прекрасно понимаем. Я думаю, что ты не дурак и все это знают. Но если углубиться, то здесь раскрывается, что рынок движется такими волнами вверх-вниз через коррекции. Да? И здесь уже становится понятно, что у тебя не просто тупо движение вверх или тупо движение вниз. У тебя, например, движение вверх, но через коррекции. И именно поэтому на этом движении вверх не так просто зарабатывать, потому что мы внезапно падаем. Точно так же с движением вниз. Почему на нем не так просто зарабатывать в шортах? Да потому что мы корректируемся вверх перед тем, как продолжить движение вниз. Теперь нам с тобой нужно ответить себе на простой вопрос. Где в этих движениях лежит больше всего денег? Первый вариант. Давай разберем все потенциальные варианты. Первый вариант – торговать от этой точки, вот этой точки. В чем плюсы и минусы? Из минусов этот вариант появляется гораздо реже, чем движение по тренду. Но с ним, если говорить про плюсы, ты сможешь поймать там 1 к 10, 1 к 20 риск-реворд, то есть ты сможешь рискнуть условно 1%, чтобы заработать 10%. Но нужно учитывать, что 9 сделок у тебя будут по убытку, потому что ты будешь пытаться поймать коррекцию, и рынок продолжает давиться, и только потом дает 1 из 10 коррекций. Снова ты здесь пытаешься, рынок давится наверх, и только потом дает коррекцию. То есть ты получаешь стоп здесь и так далее. Ты постоянно получаешь стопы, чтобы поймать вот это небольшое движение, на котором ты заработаешь неплохо, потому что когда поймаешь разворот, то ты неплохо так поймаешь прибыли. Но чтобы его поймать, тебе придется очень сильно постараться. Теперь, если посмотреть на вот эти движения, может быть, лучше ловить их. И вот это, кстати, то, что торгую я прямо сейчас. В любом системном трейдинге есть такое понятие, как торговля определенных движений. Тебе нужно привыкнуть к тому, что мы жертвуем одними рыночными движениями для того, чтобы забирать другие. Например, если мы решили, что мы не хотим торговать вот эти движения, потому что они происходят редко и предсказать их тяжело, значит, что мы будем торговать противоположную штуку, вот эти движения по тренду, которые происходят гораздо чаще, которые по своему объему гораздо выше идут, и еще и их легче торговать, если ты понимаешь концепцию, которую я раскрою в этом видео. Получается, что если разбирать все вот это движение, то выгоднее всего пытаться поймать продолжение тренда. Во-первых, потому что тебе не нужно выдумывать. Ты идешь вместе с доминирующей стороной на рынке. А во-вторых, потому что такие движения, они, как правило, по своей величине гораздо больше, поэтому ты с них сможешь заработать еще больше денег, и предсказать их будет гораздо легче. Они происходят чаще, их поймать легче, и заработок с них больше. Именно поэтому есть куча исследований, что торговать по тренду гораздо выгоднее, чем против тренда. Аналогично с шортовыми движениями, вот это все поймать тяжело, это небольшие движения, на которых ты там один раз заработаешь много, но чтобы поймать его, ты потратишь столько денег, что оно точно не будет того стоить. В то время, если брать вот эти вот движения дальше по тренду, то есть ловить окончание коррекции и дальше движения по тренду, это именно то место, где лежит больше всего прибыли, где зарабатывают больше всего на продолжении тренда. Сейчас мы с тобой поняли, что когда мы идем в структуре, то наша задача это идти с доминирующей стороной, потому что таким образом мы заработаем больше всего денег. Условно, если ты обратишь внимание на эту структуру, здесь есть очевидное движение вверх-вниз через структуру. И движение вверх идет глобально через коррекции. Наша с тобой задача это ловить продолжение восходящего движения после коррекции.
то есть поймать окончание этой коррекции. И здесь самый сложный момент. Как именно ты поймешь, что коррекция закончилась? Потому что, условно, ты увидел, что тренд восходящий, это 40% работы. Ты увидел, окей, восходящий тренд, я буду пытаться здесь лонговать на продолжение этой волны тренда. Но понять, где именно волна коррекции закончится, может быть не так легко, как кажется в ретроспективе. Потому что у тебя вот здесь вот есть имбаланс, у тебя вот здесь есть какой-то ордер-блок, там точка сопротивления, там точка поддержки, там ты нарисовал себе ликвидность, и ты не знаешь, откуда именно разворачивать цену. Наша с тобой задача сейчас изучить концепт, который называется IRL to ERL. Этот концепт я повзаимствовал сам у западных трейдеров, это не что-то, что я придумал сам как велосипед, это рабочая система, которую я взял себе, потому что она работает, и сейчас хочу передать вам. Именно этот концепт IRL to ERL поможет тебе сделать предсказание вот этого вот окончания коррекции гораздо легче, чем для 99% трейдеров. Как мы делаем это? Смотри, сначала давай разберемся с тем, что значит IRL to ERL. Расшифровывается это довольно просто. Internal Range Liquidity to External Range Liquidity, что переводится как от внутреннего пула ликвидности к внешнему пулу ликвидности. Это значит, что мы будем с тобой стремиться тянуть цену от ликвидности к ликвидности, потому что в конце концов цена всегда движется от ликвидности к ликвидности в любой фазе рынка. И, кстати, это видео будет разбито на разные фазы и этапы, поэтому если ты знаешь, что такое ликвидность и имбаланс, можешь сразу пролистать на следующий этап, а если не знаешь, то следующие пару минут будут для тебя. Если ты не знаешь, что такое ликвидность, ты, наверное, упускаешь очень много денег на рынке, потому что это ключевой движущий фактор, из-за которого изначально рынки движутся и из-за которого они вообще существуют. Если взять условно крупного игрока, он не может просто так взять и зайти в рынок, как это делаем мы. Ему нужна ликвидность для того, чтобы это сделать. Именно поэтому он сбивает стоп-лоссы большинства и за счет них участвует в рынке. Например, если ты возьмешь любой локальный минимум или локальный максимум, ты можешь сразу говорить, что за ними есть ликвидность. Здесь есть стоп-лоссы лонгистов, здесь есть стоп-лоссы шортистов 100%. И крупный игрок может использовать вот эти локальные минимумы и локальные максимумы, за которыми чаще всего стоят стоп-лоссы, для того, чтобы исполнять свои ордера, для того, чтобы участвовать в рынке. Например, крупный игрок знает, что здесь стоит много стоп-лоссов лонгистов, которые являются ордерами на продажу. Соответственно, если он их собьет, то он сможет купить по этой ценовой отметке. Он не может купить где угодно, потому что на рынке просто недостаточно ордеров и недостаточно рыночных участников, чтобы условно сразу в моменте продать ему какого-то актива на $1 миллиард. Но после сбива стоп-лоссов, когда он принужденно активирует эти ордера, он может поучаствовать в рынке и потом выйти наверх. Именно поэтому наша с тобой задача — это привыкнуть к тому, что рынок всегда будет стремиться за ликвидностью. После этого он снимает верхний пул ликвидности и может уйти в коррекцию. Всегда будет происходить так. Сначала мы снимаем стоп-лоссы лонгистов, потом стоп-лоссы шортистов. Если это восходящий тренд, то именно так и работает. У нас есть движение вверх, мы снимаем стоп-шортиста, потом мы снимаем стоп лонгиста, потом мы снимаем стоп шортиста. В нисходящем тренде все аналогично. Мы снимаем стоп шортистов сначала, и только после того, как мы его сняли, мы продолжаем движение по тренду вниз. Именно поэтому все вот эти вот большие движения на рынке, которые ты видишь, чаще всего происходят без тебя, потому что большинство людей, к сожалению, ставят стоп-лоссы за одними и теми же точками. Это просто локальные минимумы, локальные максимумы, зоны сопротивления, зоны поддержки. Наша с тобой задача определять вот эти максимумы и минимумы, определять эти зоны сопротивления и поддержки, и основываясь на них, выстраивать наше предположение по тому, куда дальше пойдет рынок. Например, если у нас есть восходящий тренд и снятие нижнего локального минимума и от него реакция наверх, то мы можем предполагать, что рынок пойдет дальше наверх, точно так же, как в позиции, которую вот я сегодня открыл по NASDAQ, мы сняли вот эту вот ликвидность снизу и от нее дали сразу реакцию наверх. Поэтому я могу предполагать, что рынок пойдет дальше наверх, потому что он снял стоп-лоссы лонгистов и дал агрессивный выход наверх. Это значит, что крупный игрок здесь включился в покупки. Крупный игрок здесь активировал свои ордера на покупку, и мы стремимся пойти вместе с ним, и вот какой результат можно получать. Понятно, что по этой позиции я еще четкого результата не получил, но это как неплохой пример на практике, что вот у нас есть локальный минимум, вот он сбивается, и потом мы продолжаем движение по тренду от вот этой вот внутренней ликвидности к вот этой внешней ликвидности.
к ликвидности, которая сбивает как раз-таки стопы уже шортистов. То есть мы сначала сбиваем стоп лонгиста, потом стоп шортиста. Всегда на рынке будет происходить так. Всегда это движение происходит именно так. От одного снятия ликвидности к другому снятию ликвидности. Окей. Когда мы поняли это, можем переходить к следующей теме. Как вообще торговать по этой модели и что нам нужно для того, чтобы участвовать вот в этих вот сделках по тренду, как мы уже обсудили, они самые выгодные для нас, с наибольшей эффективностью. Во-первых, понимание структуры. Понимание структуры — это просто открыть дневку и увидеть, в каком общем направлении мы двигаемся. Здесь, конечно, очень важно не расширяться на диапазон там в 3 года, 5 лет и не сужаться слишком сильно на диапазон в неделю, а смотреть примерно за полгода. Вот примерно за полгода на дневке, куда движется рынок? Вверх или вниз? Если ты сможешь ответить себе на этот вопрос, то этот этап у тебя пройден успешно. Просто посмотри, если рынок в общем валится за последние полгода, как на этом примере, значит тебе нужно будет шортить, и тебе нужно будет стремиться идти с этой нисходящей структурой. Если рынок в общем очень сильно растет, твоя задача идти вместе с этим ростом, то есть только лонговать. Не идти против тренда. Это, наверное, самая большая рекомендация, которая сохранила тысячи депозитов и сохраняет мне до сих пор очень много денег и зарабатывает, потому что я не иду в сделки против тренда, которые могут выглядеть прикольно и хорошо, а определяю тренд по дневке. Если он восходящий, то я даже не буду пытаться против него идти. Я даже не попытаюсь зайти в какую-то шорт-позицию, когда я вижу вот такое на дневке. Аналогично вот здесь, когда я вижу вот такое на дневке, я даже не попробую зайти в лонг. Вот это отличие системной торговли, и ты должен привыкнуть точно к такому же. И второе, что нам нужно понимать, это движение от точки А к точке Б. Это простой концепт и понимание того, что цена никогда не движется из ниоткуда в никуда. Всегда есть логика и подкрепленное понимание того, почему цена от этой точки пошла к этой точке. То есть, если ты заметил по какому-то активу, что начался рост отсюда и он продлился до сюда, это значит, что мы сняли какую-то ликвидность или заполнили имбаланс и идем на какое-то снятие ликвидности или заполнение имбаланса. Например, здесь точкой А стало снятие вот этой ликвидности, от нее и началось вот это все восходящее движение. А точкой Б, завершение вот этого восходящего тренда, стало снятие ликвидности сверху. Всегда будет так. Любое движение стремится откуда-то, куда-то. Даже вот эти вот элементарные движения по тренду, которые мы можем с тобой нарисовать, вот так вот, они стремятся, скорее всего, от вот здесь вот снятия ликвидности или имбаланса, вот здесь вот к снятию ликвидности. Вот это наша задача. Найти вот здесь снятие ликвидности и тянуть цену от этого снятия ликвидности к противоположному снятию или заполнению имбаланса. Вот здесь это может быть заполнение имбаланса плюс снятие ликвидности, или может быть просто снятие ликвидности. То есть цена всегда движется из вот этой вот точки А к вот этой вот точке Б. Постоянно. И вот это вот самое ключевое, чтобы торговать в этой структуре. Здесь ты все упрощаешь до максимума. Получается, что твоя задача — это не ловить развороты и не пытаться предсказать, а где же закончится эта коррекция, а просто подождать, когда коррекция начнется и когда мы придем к какой-то точке А, когда мы снимем какую-то ликвидность, например, вот так вот. И когда мы пришли к точке А, то ты просто смотришь для себя, где моя точка Б вот этого роста, и продолжаешь ее. Именно так и расшифровывается. Вот это у нас ARL, то есть внутренний пул ликвидности, вот это у нас ERL, то есть внешний пул ликвидности, который идет на открытие дальнейшего нового торгового диапазона после его обновления. То есть нам нужно просто дождаться, пока мы снимем вот эту ликвидность на коррекции, и потом после коррекции продолжать восходящий тренд. И теперь самое интересное и сочное, что даст тебе больше всего практической пользы, вместо вот этих всех рисуночков на дашборде, я хочу перейти к реальным примерам. У меня есть 3 примера, как ты можешь открывать позиции по шагам с вот этим пониманием этой системы в свинг, то есть удерживать их по несколько дней-неделю, в интрадей, то есть открыть сделку утром и закрыть ее до вечера, и скальпинг, то есть держать позиции там до 15 минут. Первый вариант самый простой — свинговых позиций. Ты можешь торговать в свинг по этой модели, если ты просто понимаешь, что тренд восходящий, твоя следующая задача — это подождать коррекции, у тебя сформируется точка Б, на которую ты будешь торговать, и подождать, пока будет сформирована точка А, то есть снятие ликвидности вот здесь вот. Как только это случится, ты сразу залетаешь в лонг-позиции и отрабатываешь это движение. Например, вот здесь вот мы начинаем с недельного или дневного тренда. Тут на твое усмотрение, что дает лучшую ситуацию. И на нем ищем просто понимание движения от точки А к точке Б. То есть у нас есть восходящий тренд, у нас есть вот здесь вот, например, снятие ликвидности внутри вот этого имбаланса. Кто не знает, что такое имбаланс, это просто разрыв между этой и этой свечой, который был сформирован большой восходящий, либо в противоположном
сложном случае нисходящей свечой, как вот здесь вот. И вот этот разрыв — это имбаланс, в который цена стремится, чтобы его заполнить. И, как видишь, здесь движение довольно понятное. Движение вверх, коррекция, дальше движение вверх. Все, мы просто после этой коррекции продолжаем движение вот сюда. Твоя задача на дневке, недельке — это увидеть общий тренд и движение от точки А к точке Б. Вот эту точку Б ты для себя обозначаешь как глобальную цель. Очень важно, ты не будешь в этой же позиции, следующей, которую ты откроешь, тянуть сразу take profit к точке Б. Ты будешь тянуть ее к локальной структуре, то есть к вот этой точке. Ты не будешь сразу затягивать все там на свою глобальную цель, которую ты поставил по недельке или дневке. Ты переходишь на 4-часовик, часовик и просто ищешь здесь вот эту вот восходящую структуру. Когда ты ее увидел, твоя задача супер проста. Ты просто увидел восходящее движение, дождись, пока оно скорректируется. Дождись, пока оно скорректируется и снимет ликвидность. Все, это точно то же, что я тебе только что рисовал, из зарождения потенциальной точки А для продолжения восходящего тренда. И вот твоя точка Б, вот эта структурная точка. То есть получается, что от ARL к ERL мы движемся по тренду после снятия ликвидности. Получается, что движение идет вверх, замедляется, силы элементарно на него закончились. После этого крупный игрок манипулирует ликвидностью, снимает ее вот здесь вот. И тогда мы можем целиться на снятие вот этого вот локального максимума таким образом. Очень важно здесь использовать правильную модель входа. Давай разберем, что такое модель входа на примере этой позиции. Одно дело, когда мы сняли ликвидность. Другое дело, когда мы после снятия этой ликвидности дали реальное, актуальное подтверждение того, что это можно торговать, и того, что это хороший сетап. Потому что крупный игрок может снять ликвидность и просто не зайти в лонг от него. То есть он может снять ликвидность, активировать здесь кучу объемов, кучу ордеров на продажу, но при этом не заполнить эти ордера на продажу своими покупками. И тогда после снятия цена просто сделает вот так. Именно поэтому мне потом в комментарии прилетают вопросы, а почему я там увидел снятие ликвидности, а цена от него не среагировала? Потому что крупный игрок не всегда будет от этого снятия ликвидности сразу залетать в позицию. Поэтому нам важно увидеть снятие ликвидности и дождаться. Дождаться, пока цена активно хотя бы на треть от этой манипуляции выйдет наверх. Пока она не вышла хотя бы на треть и не сделала либо поглощение, либо закрепление выше имбаланса, мы не заходим в позицию. Например, здесь было поглощение нисходящей свечи. Смотри, мы сняли всю эту ликвидность, все, обозначаем для себя вот эту манипуляцию. Нам нужно, чтобы ее выкупили хотя бы на треть и дали поглощение. Тут можно было заходить либо от этого поглощения, либо от поглощения вот этой нисходящей свечи. То есть ты просто берешь для себя нисходящую свечу на этом же 4-часовом или часовом таймфрейме и ждешь закрепления выше нее. Либо закрепление выше вот этой свечи в зависимости от того, что дает тебе 30% от выкупа. Например, здесь можно было смело заходить после вот этого закрепления, учитывая, что вот у тебя общее нисходящее движение, допустим, оно на 1%, и как только его выкупили хотя бы на 0,3%, ты уже можешь заходить в позицию, если было поглощение. А если выкупили на 0,3, но, допустим, не поглотили свечу или не закрепились выше имбаланса, то понятно, что заходить не стоит. Сейчас мы еще с закреплениями выше имбаланса разберем несколько примеров, а пока что вот посмотри, насколько идеально рынок двигается, если он идет в тренде по вот этому концепту. Он движется от ARL, снятия вот этой вот внутренней ликвидности, к снятию внешней ликвидности. Как правило, он еще параллельно с снятием внутренней ликвидности заполняет имбалансы, как, например, вот здесь вот. Далее он движется дальше наверх, выдохся. Выдохлись силы на то, чтобы двигаться дальше вверх. Окей, постоял, снял ликвидность, продолжил восходящее движение на ERL. То же самое было и здесь, в позиции, в которую заходил лично я. Пошли наверх, все, закончились силы, сняли ликвидность, это стало нашим ARL, и мы начали движение к External Range Liquidity, то есть ERL. И это все в рамках глобальной отработки к точке B. То есть у нас то же самое есть вот здесь вот, мы просто для себя это обозначаем, для того, чтобы понимать, где наша глобальная точка B, куда мы целимся глобально, но мы никогда не идем в одной позиции сразу целиться туда. Дальше пример по тому, как ты можешь отторговывать это внутри дня. Здесь внутри дня видно, что точкой А у нас стало заполнение этого имбаланса, и точкой Б вот эта вот структурная точка, на которой началась коррекция, мы идем на ее обновление. После того, как ты переключишься на часовик, ты сразу увидишь, что есть восходящее движение. Бам, закончились силы на то, чтобы продолжать это движение. И сразу можно ожидать манипуляции ликвидностью вниз, что станет зарождением ERL, зарождением Internal Range Liquidity, от которого ты будешь идти уже на обновление вот этого максимума. То есть точно так же, как мы с тобой рисовали. Вот. Раз, два.
сняли вот здесь вот, продолжили движение на вот этот структурный максимум. Вот здесь мы можем увидеть, как это выглядело на 5-минутке, 3-минутке. Тут просто после того, как цена спустилась сюда, сняла всю вот эту вот ликвидность, ты сразу прыгаешь на 5-минутку и смотришь для себя модель входа. Здесь моделью входа могла выступать инверсия этого 5-минутного имбаланса, то есть закрепление свечой 5-минутной выше него, либо поглощение вот этого всего на 5-минутке. Тут ты просто берешь для себя вот это вот все нисходящее движение и меряешь его. Если оно, допустим, 1%, то ты ждешь выкупа хотя бы на 0,3% плюс инверсии какого-то имбаланса или поглощения какой-то свечи. То есть если вот эта вот инверсия имбаланса дала нам хотя бы 0,3% выкупа, заходить вот здесь можно уже смело. Я зашел на небольшом ретесте. Стоп-лосс мы всегда стремимся устанавливать за манипуляцию, а take profit на вот этот вот структурный максимум, который является нашим ERL. Поехали, сейчас разберем, наверное, то, что интереснее всего всем, потому что все хотят открывать позиции здесь сейчас, закрывать их там через 15 минут, получать take profit, открывать еще одну. Сразу хочу вас предостеречь. Следующий сетап, который мы разберем, это сетап для скальпинга. Сетап, который может хорошо работать, но если у вас проблемы с психологией, проблемы с луткой, то, наверное, самое оптимальное, что вы можете выбрать для себя, это сетап интрадей. Внутридневный сетап, который дает более постоянные, четкие и понятные результаты. Потому что если вы еще не приручили себя как трейдера и не привыкли к тому, насколько здесь сложно торговать, то вам постоянно будет сложно торговать на минутке. Потому что минутка очень быстро. Вы получаете результат слишком быстро для того, чтобы успеть его обработать и, соответственно, начинаете лудить. Поэтому сразу хочу вас предостеречь. После просмотра этого видео самое главное — это ваше внедрение. Если вы не внедрите хотя бы один из этих сетапов на график, на симуляцию рынка, либо на реальную торговлю, понятно, что это видео не будет иметь никакого смысла, точно так же оно не будет иметь никакого смысла, если не досмотреть его до конца. И самое важное, что вот эта минутка, она не подойдет тем, у кого проблемы с луткой. Начните с сетапа на интрадей и выберите для себя что-то одно, двигайтесь с ним, заработайте первые деньги по нему, и тогда переходите уже на минутные сетапы. Но в принципе, когда мы говорим про скальпинг, вы видите, что здесь особо ничего не отличается. Просто работа с таймфреймами совершенно другая, потому что здесь мы начинаем с часовика, и дневка нам абсолютно не важна. Просто на часовике нам нужен активный тренд, и мы должны увидеть, что в этом активном тренде мы подошли к какому-то из уровней ликвидности на 15-минутке и 5-минутке. Про этот сетап я более детально раскрывал, кстати, в одном из своих предыдущих видео, потом можете посмотреть. Мы подошли просто к какому-то уровню ликвидности максимально близко, но не сняли его и ушли в коррекцию. И именно здесь мы начинаем применять вот эту вот логику движения от ERL к ERL. От ARL к ERL было бы правильнее сказать. То есть от снятия внутренней ликвидности вот здесь и вот здесь к снятию внешней ликвидности. И вот это вот, кстати, идеальный пример. Обрати внимание на то, сколько здесь было снятий. 1, 2, 3, 4. И вот эта причина, по которой у большинства все еще не получится торговать по этой системе, потому что вы возьмете для себя снятие, но не возьмете модель входа. Снятие без модели входа не будет давать вам абсолютно никакой пользы, если вы не примените модель входа. Модель входа, например, вот здесь. Вот после этого снятия у нас сформировался вот этот минутный имбаланс. Мы не смогли закрепиться выше него. Соответственно, здесь мы бы не открывали никаких позиций. И пошли дальше вниз. Как видишь, снова не вышли нормально наверх. Мы сделали вот здесь вот какое-то поглощение, но против нас сразу выступил вот этот минутный имбаланс. Мы не смогли его поглотить, и мы не смогли закрепиться хотя бы на треть выше вот этого нисходящего движения на манипуляцию. Соответственно, сделка снова не была открыта. И только после переснятия вот этой всей ликвидности мы увидели нормальный выкуп, инверсию имбаланса, поглощение вот этой свечи и выкуп от всей этой манипуляции не то чтобы на треть, а, наверное, процентов на 70, потому что, вот величина всей манипуляции, и вот величина выкупа. То есть величина выкупа гораздо больше. Из-за этого этот сетап мне понравился. Но, как видишь, если сравнить с 5-минутным сетапом, здесь отличается тем, что вот здесь у меня прям под снятием ликвидности стоит стоп-лосс, а здесь он стоит с нормальным таким запасом, потому что на минутке очень часто бывают переснятия. На минутке очень часто может случиться что-то вот такое, и к этому нужно быть готовым. Если у тебя стоп будет прямо вот здесь, вот, то тебя это может наказать. Поэтому я стоп-лосс всегда стараюсь ставить ниже. Из-за этого take profit всегда завышаю как раз таки на этот уровень ликвидности, к которому мы подошли на 5-минутке или 15-минутке. И вот так вот выглядит логика применения ARL to ERL на
минутном графике. Как видишь, это можно использовать на любом таймфрейме, с любой логикой. Неважно, какой актив ты торгуешь, самое главное подбирать правильное время под него. Для актива, который я торгую больше всего, это GER40. Это время с 8 до 10 по Варшаве, это открытие Франкфурта, открытие Лондона. Для валютных пар это, как правило, лондонская сессия, для американских индексов понятно, что это американская торговая сессия 15:30 по Варшаве. А если ты торгуешь золото или торгуешь металлы, то для них может подходить вообще любое время, потому что это мировые активы, и их торгуют как азиаты, так и американцы. Если ты торгуешь крипту, то лучше всего торговать тоже в нью-йоркскую сессию, то есть после 15:30 по Варшаве. По любой системе, поверь мне, правильное время играет огромную роль, и если ты будешь торговать в неправильное время, то ты будешь сам занижать свой винрейт, у тебя будет меньше прибыльных сделок. Поэтому запиши себе это в заметки, просто попробуй торговать в правильное время для своих активов после этого видео, и ты сам увидишь, как у тебя повысится винрейт. Если, кстати, я не назвал какой-то из твоих активов, которые ты торгуешь, хочешь узнать по нему правильное время, то просто напиши в комментариях, и я раскрою, какое время для него работает лучше всего, чтобы ты торговал его тогда, когда он торгуется лучше всего по моей статистике. Теперь, когда мы завершили с теоретической частью, самое важное — внедрить все это на практике. И следующая задача после просмотра этого видео, как я уже говорил, будет тебе сделать хотя бы там 5-10 сделок на бэктестах или на реальном рынке, чтобы увидеть, как это работает вживую. Но для того, чтобы тебе это было легче сделать, следующее примерно полчаса этого видоса я хочу посвятить тому, чтобы внедрить эту систему на практике. Сейчас я перехожу на живой реальный рынок и показываю тебе несколько примеров сделок, которые я сам открывал по этой системе. Если будут какие-то вопросы по ним, то не стесняйся писать в комменты. Давай начнем с NASDAQ. Позиция, которая, кстати, на момент записи этого видео все еще тянется. Открыли мы ее в прямом эфире вместе с моими учениками. Кстати, я думаю, что запись этого эфира, чтобы ты убедился в этом, сейчас еще проиграем здесь. Я вообще торгую вместе со своими учениками в прямом эфире каждый день. Я считаю, что это очень важно для того, чтобы можно было достигать нормального результата, потому что без практики и живого фидбэка на реальном рынке здесь и сейчас ты становишься просто теоретиком и прогнозистом, который не может это внедрить на реальном рынке. Смотри, здесь логика довольно проста. Начиная с дневного таймфрейма мы видим, что общий тренд восходящий. Также видим, что цена пришла на снятие ликвидности вот здесь вот, что стало точкой А зарождения этого восходящего тренда и движется на точку Б вот здесь. Это наша глобальная точка Б, к которой мы стремимся по дневному таймфрейму. После этого, перепрыгнув на часовик, я увидел здесь супер простое движение от ARL к ERL, как мы только что с тобой разбирали. Мы движемся вверх, корректируемся и снимаем ликвидность вот здесь вот. Как только мы ее сняли, я понял, что я могу открывать для себя вот эту вот цель. Если будет агрессивный выкуп, я могу открывать для себя вот эту цель. Потому что это было сделано в правильное время. Это было ровно в 15:30 по Варшаве. Ну, по Киеву это 16:30, у кого там другой часовой пояс. Видишь, вот 15:30 по Варшаве это как раз время, когда открываются рынки. Мне очень важно, чтобы манипуляция ликвидностью, то есть снятие вот это, было как раз после 15:30, либо ровно в 15:30, либо после 15:30. Это было в 15:30, рынок сразу выкупился, и после вот этого агрессивного выкупа, когда я увидел, что нам сразу поглотили вот эту нисходящую свечу, я сразу зашел в позицию. Свой take profit я установил на точку и IRL, то есть свой take profit я установил на точку ERL, то есть External Range Liquidity, а стоп-лосс поставил за вот эту точку, так как мне давалось чуть больше риск-реворда, чем 1 к 2. Когда я заходил, у меня здесь риск-реворд был общий 3.26. Я поставил стоп с запасом на 1 к 2. Вообще я торгую фиксированно 1 к 2, то есть я рискую 1% на стоп-лосс и зарабатываю 2% с take профита, ни больше, ни меньше. Таким образом у меня стабильный винрейт 60-70% на дистанции в 1 год, и это доказуемо, потому что мы подбивали недавно статистику торговли в лайве перед моими учениками, и получилось 63% за весь 2024 год. Это наглядно показывает, что фиксированный риск-реворд поможет тебе получить стабильный винрейт. Когда ты торгуешь фиксированно 1 к 2, и я рекомендую это всем, ты получаешь фиксированные стабильные результаты. А когда ты пытаешься поймать там с одной позиции 1 к 3, 1 к 5, 1 к 10, то понятно, что у тебя будет много стоп-лоссов, ты после этого попадешь в тильт, у тебя будет лутка, и ты сольешь все заработанные деньги. Вот, поэтому важно не идти ниже 1 к 2 и не идти выше 1 к 2. Это мое главное правило для торговли по этой системе. А так, видишь, логика довольно проста. У нас есть общий восходящий тренд, который начался вот здесь. Есть его коррекция. Видим снятие. Все, сразу после этого вот наша цель.
мы хотим целиться сюда. Все, что нам остается, это переключиться, перепрыгнуть на 5-минутку и увидеть здесь агрессивный выкуп. Как только ты увидишь агрессивный выкуп, ты заходишь в позицию со стоп-лоссом за снятие ликвидности и тейк-профитом на вот эту нашу цель с минимальным и максимальным в то же время риск-ревордом 1 к 2. Еще один пример на GER40 позиции, которая тоже прямо сейчас тянется. Она, конечно, такая сомнительная. Не принято трейдерам показывать позицию, пока она еще не отработала, да, все же вам показывают позиции только когда вот уже все. Но если здесь будет стоп-лосс, то просто увидите, что система подразумевает стоп-лоссы. Даже с винрейтом 60% у вас там может быть 6 стоп-лоссов в ряд, это абсолютно нормально. Если вы к этому не готовы, то, к сожалению, трейдинг это не для вас. Нужно к этому привыкать. Здесь тоже пример супер понятной позиции от внутренней ликвидности к внешней ликвидности, которая все еще в процессе. Возможно, это будет стоп, возможно, тейк, но она 100% системна. Начиная с дневного таймфрейма, что мы можем здесь увидеть? Мы можем увидеть, что цена пришла на заполнение этого дневного имбаланса, что стало для нас точкой А, откуда мы хотим тянуть цену на вот это вот снятие ликвидности. Здесь получается, что позиция более свинговая, чем та, которая была только что по NASDAQ, потому что идея здесь дневная. После того, как мы увидели дневную идею, мы просто переключаемся на часовик или 4-часовик, и там ищем снятие ликвидности и модель входа. Например, здесь на 4-часовике наглядно видно, что мы сняли, потом пересняли ликвидность и дали агрессивнейший выход наверх. Сразу после того, как мы вернулись на ретест, я открыл позицию со стоп-лоссом снова под снятие ликвидности и тейк-профитом на мою точку ERL, на мою точку внешней ликвидности. То есть мы просто растягиваем вот такое движение, ждем, пока начнется коррекция, ждем, пока мы снимем ликвидность. Сняли ликвидность, отлично, открываем для себя вот эту вот цель через модель входа. И моделью входа здесь выступила как раз вот эта агрессия быков, которая сделала поглощение имбаланса. Как только я увидел инверсию этого имбаланса, здесь я уже был готов заходить в позицию, просто когда я проснулся утром, то там на новостях цена улетела выше, потом я дождался нового дня, мы вернулись на ретест, и я зашел в эту позицию. Тоже пример, в принципе, отличной позиции. И, кстати, в прошлый раз очень похоже давалось. Мы заполняли дневной имбаланс, и видишь, вот здесь вот сняли ликвидность. Просто любое движение по тренду возьми, практически любое, да не практически, любое движение по тренду, просто ты можешь этого пока что на начальном этапе, пока ты только изучаешь эту систему, не видеть, но всегда движение по тренду перед тем, как продолжаться, оно будет снимать ликвидность. Единственная проблематика будет в том, что оно может переснимать ликвидность, из-за этого мы получаем стоп-лоссы, но всегда 100% времени мы движемся по тренду, замедляемся, снимаем ликвидность, потом мы продолжаем это восходящее движение и обновляем вот этот структурный максимум, на который мы должны целиться. И это тоже позиция, которую можно было 100% открывать. Ты дожидаешься вот здесь, допустим, инверсии этого имбаланса, то есть закрепления выше него, и сразу заходишь в позицию. Наш стоп-лосс всегда стоит за вот этой точкой снятия, и take-profit не выше и не ниже этой точки. Очень важно, когда у тебя получается так, что ты дождался модели, ты поставил стоп в правильном месте, ты поставил тейк там, где нужно. У очень многих людей будет возникать такая проблема, что просто не хватает риск-реворда. То есть ты заходишь вот здесь, и у тебя риск-реворд 1.28. Ужасно. И ты думаешь, ладно, потяну стоп-лосс сюда, или ладно, потяну тейк-профит вот сюда, потому что Саша сказал, что нужно 1 к 2. Но это будет неправильно. Запомни, что чтобы по этой системе торговать успешно, нужно привыкнуть к тому, что тейк-профит и стоп-лосс у тебя нерушимы. То есть это значения, которые ни в коем случае вообще не меняются. Единственное, что здесь может меняться, это точка входа. Точку входа можно поставить пониже на 1 к 2. Например, просто заходишь на ретесте. Не хватает тебе риск-реворда? Окей, заходишь на ретесте. И вот здесь вот сразу на примере этот ретест был. Да, его пришлось бы подождать 8 часов, но он по итогу был. Вот это просто проблема, что большинство не дожидаются. Я хочу, чтобы вы привыкли к тому, что 90% случаев ретест будет. 10% не будет, ничего страшного, привыкните к этому. Но в 90% случаев будет ретест, вы его дождетесь и потом уже начнете свою торговлю, не завышая тейк-профиты или завышая стоп-лоссы. Я предлагаю сейчас сделать небольшой интерактивчик, который вы в одном из моих видосов очень похвалили. Мы сейчас возьмем просто случайный бар на GER40 и вместе побэктестим. Смотри, вот есть такая опция случайный бар. Он переключает нас на абсолютно непонятную дату на графике, но, блин, это 27 мая 2025, это будет по-читерски немного, потому что я помню, что там было. 2016 год, там, к сожалению, 5-минутка недоступна. Сейчас мы переключимся на какую-то дату, но не 2016, чтобы не настолько далеко, чтобы у нас была 5-минутка, потому что чем дальше дата, тем меньше там 5-минутки. Сейчас переключимся на какой-то 2021-2022 год и просто рандомно
возьмем тренд и начнем по нему торговать. Сейчас давай вместе подберем. Ну, ладно, 2020, если здесь есть 5-минутка. Вот, здесь есть 5-минутка. Сейчас наша задача показать тебе на практике, как можно отрабатывать эту систему. Мы начали с тобой 8 октября 2020 года, когда у нас есть активный и нормальный тренд по дневке, и мы определяем просто точку А и точку Б. Вот наша точка А. Зарождение этого тренда — это снятие ликвидности вот здесь. Как только мы снимаем эту ликвидность, то мы для себя открываем точку Б в виде вот этого вот максимума, структурного, понятного максимума. Теперь переходим на часовик, и мы хотим увидеть, что цена движется к этому максимуму в рамках понятной структурной штуки. Структурная штука — это движение от ARL к ERL, то есть через снятие вот так вот этому снятию. Постоянно, всегда будет так происходить. Например, вот здесь вот мы сняли, вышли наверх. Вот здесь мы сняли, вышли наверх. Теперь мы видим хороший активный тренд, нам нужно просто дождаться, чтобы он что-то снял, и потом тянуть его дальше наверх. Например, если он сейчас в правильное время, 7 утра это вроде подходящее для нас время, снимает вот эту штуку и дает от нее реакцию, куда мы ее тянем? Мы тянем ее на вот этот вот ARL, на продолжение тренда, на внешний пул ликвидности, потому что у нас есть снятие внутреннего, и можно идти на внешний. Сейчас важно убедиться, что это было в правильную для нас торговую сессию. Это, кстати, момент, который очень важно учитывать. Вот здесь вот это было в азиатской сессии, поэтому мы дожидаемся, пока Франкфурт откроется с 8 утра по Варшаве и переснимет это все. И теперь, когда он все это переснял, если отсюда будет агрессивный выход наверх и какая-то модель входа, например, хотя бы, я бы ждал хотя бы вот этого поглощения, то я бы заходил в позицию. Есть поглощение, мы вернулись сразу на глубокий тест. Например, если бы мы заходили со стопом сюда, мы бы тейк ставили вот здесь вот. Мне, конечно, не нравится здесь вот это, кстати, одна из фишек про модель входа, что мы следующую свечу сделали с огромным фитилем, то есть ее сразу продавили продавцы, и это плохо. Я бы подождал, если будет закрепление вот здесь вот, например, то я бы зашел. А если оно сейчас пойдет на пересвип, то лучше зайти после переснятия ликвидности. Так, пока что не было закрепления свечой. Видишь, оно бывает, что слабовато. И вот это, кстати, основная ошибка, что с моделью входа очень много фишек ты изучишь из своей собственной насмотренности. Как фишка, которая вот у меня сейчас, что когда я вижу вот такую огромную свечу с фитилем выше, то меня это смущает, потому что это значит, что здесь очень много продавцов. И я дал графику шанс сделать переснятие ликвидности вот здесь вот. Когда он переснял эту ликвидность, сейчас у него второй шанс дать нормальную модель входа, после которой мы уже попробуем заходить. Если не получится, то не получится. И, кстати, больше фишек есть еще у меня в описании там телеграм-канал, больше фишек конкретно таких из моей насмотренности на практике. Ты можешь после этого видоса зайти подписаться на телегу, там я ими делюсь. Сейчас вот, если будет какой-то выкуп нормальный, то можно попробовать зайти. Вот пример, где позиция была идеальна, но то, что я говорил. Те, кто не дожидается модель входа, случается вот такое, и когда уже прошли первые 2 часа Лондона, я для себя пропускаю. Понятно, что оно сейчас может взять и выйти наверх, но это уже будет не согласно моей системе, потому что я в это время пытаюсь не торговать. Все, я пропустил это. Отлично, движение пошло дальше по тренду, мы будем ждать точно того же. Кстати, здесь, возможно, вот я немного пролистал, был прям идеальный сетап, потому что мы сняли вот здесь вот ликвидность, обрати внимание, и после этого мы сразу можем для себя открывать следующую цель. Сейчас посмотрим, какая здесь будет модель входа к ней. После снятия этой ликвидности. Первичная модель входа, которую мы попытались дать, это инверсия этого имбаланса после снятия, но у нас не получилось. График пошел на переснятие, и сейчас он дает нормальную модель в виде поглощения этого всего. И ты тут заходишь со стопом вот здесь и тейк-профитом вот на эту точку. Тут 2.76, соответственно, стоп-лосс мы можем затягивать чуть пониже, чтобы был риск-реворд 1 к 2. Но это не совсем честная позиция, потому что я увидел уже, что она там отработала. Вот эту свечу я увидел. Поэтому давай посмотрим еще какие-то примеры на графике. Вот, например, тренд продолжается. Пока он идет, у нас с тобой есть понятная точка Б, к которой глобально мы стремимся, то мы пытаемся работать дальше в этом тренде. Просто ждем утра открытия новой сессии по GER40. Если, например, ты торгуешь золото, то тебе не обязательно ждать открытия новой сессии. Ты можешь торговать в любую сессию. Самое главное, чтобы эта логика соблюдалась. Но, например, немецкий актив, который немецкий индекс, мы стремимся, понятное дело, торговать только в тайминге, когда немцы проснулись, и немцы активно заходят в покупки или в продажи. В принципе, вот это может быть неплохой сделкой.
Давай посмотрим. У нас просто есть снятие ликвидности, оно довольно такое агрессивное, импульсивное. Есть выход наверх в виде инверсии этого имбаланса. Он немного сомнительный, что он не очень прямолинейный. То есть он так вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. Но по итогу он есть. Стоп-лосс можно поставить сюда. И take profit мы ставим на вот эту точку по часовику. Ну, там вход где-то вот здесь на 1 в лонг как раз был. В принципе, неплохая позиция. Ну, тут может быть стоп-лосс, может быть take profit. Давай посмотрим, что по итогу здесь было. Ну да, здесь, к сожалению, стоп. Но это статистика. Давай двигаться дальше. Дальше идем наверх. Ну, вот это сейчас, к сожалению, вот это то, что очень многие не учитывают, это когда дневка заходит в коррекцию, и дневка корректируется, например, в дневной имбаланс. Нам нужно переждать от 5-минутных позиций, воздержаться полностью, потому что это момент, когда часовик выглядит ужасно, и часовик валится вниз, но дневка все еще растет. Соответственно, 5-минутных позиций здесь быть не может, потому что нам нужно, чтобы часовик рос. Здесь могут быть позиции по часовой, 4-часовой модели. Вот, например, вот здесь вот после этой инверсии. Но ни в коем случае не по 5-минутной. Давай подождем, посмотрим, что график будет рисовать. Ну, он просто пошел дальше в более глубокую коррекцию. Теперь из этой коррекции нам нужно ждать выкупа. Когда по дневке мы увидим нормальный выкуп, то мы можем торговать дальше в лонг. Ага, ну это, по-моему, ковид. Это похоже на ковид-краш. Нет, 2020 год, возможно, уже нет. Ну окей, что график сделал по факту? Мы спустились еще дальше вниз, но это не страшно, мы этот период переждали. Мы сняли эту ликвидность, что стало для нас точкой А, и точка Б сохраняется абсолютно такая же. У нас есть активный восходящий тренд по дневке, поэтому мы можем переключаться на часовик и при наличии снятия ликвидности торговать по вот этой логике от IRL к ARL. Давай посмотрим. Вот сейчас, например, есть ситуация, где, возможно, будет такой сетап. У нас есть восходящее движение, есть его коррекция. Сейчас нам нужно, чтобы мы пошли вниз, сняли ликвидность, и от нее мы будем торговать дальше в лонг, если мы внизу снимем ликвидность. Ну, к сожалению, мы пошли в лонг без снятия нижней ликвидности. Точнее, мы ее сняли вот здесь вот, но не в правильное для нас время. Для нас правильное время это вот этот вот оранжевый бокс, вот этот зеленый бокс после открытия Франкфурта и в лондонскую сессию. Но не фиолетовый, потому что это азиатская сессия, когда GER40 не активно торгуется, и не в синий бокс. Окей, смотрим дальше. У нас тоже есть хороший активный тренд, он летит наверх. 4 утра. Сейчас посмотрим, если будет какая-то коррекция и снятие, то возможно. Но пока что он просто летит без остановки. Ну, он просто без остановки, видите, летит. Поэтому тут, к сожалению, без позиций. Такой себе торговый период нам попался. Обычно позиции даются чаще, но иногда бывают периоды на графике, когда приходится прям пролистывать и ждать, и к этому нужно быть готовым. Как я уже в начале видоса упомянул, что каждая торговая система, она подразумевает, что вы жертвуете одними движениями, чтобы забирать потенциально другие. То есть у вас иногда будут периоды без сетапов, у вас иногда будут периоды с низким винрейтом, и все это из-за того, что вы пытаетесь забрать какое-то движение на рынке, которое не всегда будет происходить. То есть в конце концов иногда будет такое, что вы пытаетесь поймать продолжение тренда, а у вас просто это не получается, потому что рынок дальше валится. И здесь самое главное — это остановиться, как вот здесь, вот, когда я увидел, что часовик выглядит сомнительно, мы остановились, переждали, и он просто ушел в глубочайшую коррекцию. Пока часовик вот здесь выглядит хорошо, мы торгуем дальше вместе с ним, но ждем формирования сетапов. Для нас самое важное, чтобы было снятие ликвидности в правильное для нас время. Если снятия нету, то мы не торгуем. Снятие есть, вот как, например, вот здесь, то мы от выхода наверх пробуем торговать. Вот здесь, например, лонг может быть хорошим от вот этого поглощения со стопом сюда, ну и тейком, соответственно, где здесь ставит тейк на наш IRL, вот сюда. Вот где наш take profit стоит. Ну, здесь вот так вот получается как-то. Давайте посмотрим. Плохой торговый период. Давайте дальше. 2 позиции, 2 по стопу. Ну, была еще одна, которая по тейку, но я ее не считаю. Дальше смотрим. Смотрите, есть восходящий тренд, скорректировались. Сейчас если снимем какую-то ликвидность, нам бы в идеале, наверное, доснять хотя бы вот это и отсюда уже выходить дальше наверх. Окей. Сняли. Далее агрессивный выход наверх. В принципе, тоже еще один системный сетап. Есть инверсия имбаланса. Получается, что мы заходим в лонг со стоп-лоссом за вот это снятие.
И take profit ставим на вот этот структурный максимум. Как-то вот так вот. Давайте посмотрим. Ну да, здесь по итогу можно было забрать тейк. Вопрос только в том, что... заходить вот так можно было на 1 к 2, да. Вопрос в том, что зайти нужно было бы успеть, потому что 1 к 2 давалось только на вот этом вот фитиле после инверсии этого имбаланса сразу же. Если зайти сразу на ретесте, то позиция отличная, можно было ее отработать. В принципе, тут все как по книжке. У нас есть вот снятие ликвидности, есть хороший выход наверх, и мы просто вот этого продолжаем тренд. Мы его продолжаем, мы не пытаемся его развернуть, а идем со стороной, которая уже побеждает. Раз, два, раз. Все. Вот сюда наш take profit. Заметьте, я его не завышаю вот здесь, а именно вот сюда, потому что это наша точка, откуда началась коррекция. Мы на нее тянем наш take profit. Ну и только что далась нормальная тоже системная позиция, которую мы уже отработали по тейку, а не по стопу, как две предыдущих. Так, давайте дальше. Сейчас, если будет какой-то хороший тренд, тоже попытаемся его продолжить. Вот это период, когда мы просто провалились вниз, и мы стоим на месте. То есть здесь никаких трендовых позиций, очевидно, что нету. Нам нужно самое главное, чтобы слева от нас было активное восходящее движение. Когда его нету, это период, когда вы, скорее всего, нормальных позиций не откроете. В этот период вам нужно просто пережидать, и рано или поздно понятно, что он закончится, и вы тогда уже пойдете дальше вместе с трендом. Здесь единственный вариант — это открывать какие-то глобальные позиции, допустим, от этого снятия ликвидности. Стоп, понятно, что засунуть получается под вот эту точку, и take profit вот сюда. Но это только если вы торгуете вот эти свинговые сетапы, то есть стоп поставить здесь, и take profit поставить вот сюда. И на ретесте здесь вход на 1 к 2 давался. Вот это, неплохой, в принципе, вариант. То же самое по системе, то же самое, просто здесь из-за того, что оно выглядит само по себе так, более широко, понятно, что мы торгуем это тоже по часовой модели входа, а не по 5-минутной. И торгуем точно так же на ARL от ERL. От снятия этой ликвидности дальше продолжаем по тренду на точку, от которой вот эта вот коррекция началась. Примерно, вот так со стопом с запасом было бы отлично. Ну и вот, в принципе, что вы можете делать, когда рынок вам не дает никаких сетапов по 5-минутке. Здесь важно адаптироваться, нету 5-минутки, переключаемся на дневку, нету дневки, переключаемся на минутку и так далее. То есть просто в зависимости от того, на каком графике сейчас активнее тренд в плане таймфрейма, на каком таймфрейме тренд более активный, мы просто переходим на него и торгуем на нем. Сейчас, когда тренд на часовике активный, то мы можем посмотреть, возможно, если он сохранится, самое главное, этот активный тренд, то мы можем посмотреть на потенциальные дальше позиции в этом тренде в лонг. Например, здесь вот у нас есть восходящий тренд, есть какая-то коррекция, нету просто снятия ликвидности на часовике. Возможно, оно будет на 5-минутке, сейчас посмотрим. Ну вот на 5-минутке супер позиция, в принципе. У нас тут есть снятие ликвидности, есть выход наверх и поглощение вот этих всех нисходящих свечей с огромной большой свечой. После этого ты можешь заходить. Например, если бы мы зашли здесь, то стоп мы засунули бы куда-то сюда и тейк куда-то сюда. Как-то вот так. Вот примерно такая позиция. Она, конечно, более локальная, из-за этого более рисковая. Но давайте посмотрим. Здесь можно вот так. После этого оформить просто перезаход вот здесь вот. И эта позиция уже отработала бы по тейку. То есть, как видите, статистика, к сожалению, не идеальна. Она 60%, конечно, это звучит отлично, но это все еще, что мы с вами только что получили. 2 стопа, 2 тейка, 1 стоп, 1 тейк. То есть за тот период, когда мы побэктестили, все еще было 3 стопа среди 3 или 4 тейков. И к этому нужно быть готовым. Это нормально. И среди тейк-профитов всегда будет появляться стоп-лосс, стоп-лосс, стоп-лосс. И самое важное для меня стало понимание, когда моя торговля перевернулась из фазы, где я постоянно сливал, в фазу, где я начал стабильно как-то вытаскивать деньги с рынка, это восприятие этого всего не так, как вот мне нужно сейчас эту позицию отработать, а восприятие этого, что мне нужно зайти, чтобы эта позиция соответствовала моим правилам, и если она соответствует правилам, в принципе, не важно, что будет стоп-лосс или тейк-профит, самое главное, что все по правилам, и я знаю, что через месяц-два у меня будет результат. Но вот вопрос, который ты должен задать себе перед тем, как ты пролистаешь это видео и пойдешь смотреть дальше контент. Остановишься ли ты на этом видео или пойдешь вместе со мной дальше и начнешь внедрять эту торговую систему на практике, чтобы уже сейчас выстроить свой путь к прибыли в торговле?
Путь 90% трейдеров таков, что они смотрят 1-2 видоса и забивают. Пробуют сами и на себе испытывают все подводные камни, ошибки и сливы депозита. Потом ловят лутку и сидят в нестабильности и постоянном стрессе, что вот-вот все зайдет, но почему-то депозит сливается, после него следующий и так далее. И в конце концов разочаровываются, что трейдинг это вообще не для них, и казино, в котором играет роль только удачи. И 10% следует по-другому. 10% следуют четкой системе, дисциплине, получают стабильную прибыль и уверенность в каждом шаге, где ты знаешь, что делаешь, и контролируешь весь процесс. Как это сделали мои ученики. Например, Айгиз, который с помощью этой системы и клуба вместе со мной получил в управление $10 тысяч. Или Юрий, который сам занимается предпринимательством, и у него не очень много времени, чтобы выделять торговле, но он смог получить $10 тысяч в управлении и заработать 10% за неделю чистыми, соблюдая все риски. Павел, который совмещает работу с трейдингом, у него тоже нету суток, чтобы тратить на торговлю, но он смог получить 10 тысяч в управление и заработать 5% за неделю. Это лишь малая часть моих учеников, и каждый из них пришел на обучение с пути и проблемами большинства, а вышел на путь единиц, вышел на путь прибыли и системной торговли. Но погоди, я не предлагаю тебе сразу записываться на мое обучение. Я подготовил для тебя кое-что более интересное. Это тест-драйв моей системы, где всего за 7 дней пару недель ты полностью просмотришь 3 урока, полноценный курс по моей системе, разберешь свою торговую стратегию, попадешь на живые торговые эфиры вместе со мной, 7 дней будешь находиться в закрытом клубе моих учеников, более 200 человек, как стабильных прибыльных трейдеров, так и тех, кто еще на своем пути, и торговать каждый день в прямом эфире вместе со мной, посещать обучающие прямые эфиры, получать обучающий материал и внедрять все это на практике, чтобы у тебя не было шанса после этого видоса просто слиться и сдаться. Тебя ждет обучение по тому, как работает моя система, 10 законов прибыльного трейдера, модель входа, где ты придешь от пустого графика до четкого результата и, главное, понимание, почему ты этот результат получил, и созвон с трейдером из моей команды, который поможет тебе исправить все твои ошибки и выйти на правильный путь. Также понятно, что 7 дней практики со мной, что, наверное, является самым полезным. Ты будешь торговать со мной в прямом эфире. И самое интересное, я супер открыт в этом плане, у тебя будет возможность зайти в клуб, когда я торгую или когда я провожу прямой эфир, включить микрофон и лично мне задать вопрос. Никто из других трейдеров не предоставляет такой возможности и личного общения, как делаю я, потому что я прекрасно понимаю, насколько ключевую роль это играет в твоем успехе. И самое главное, мое предложение супер простое. Если тебе что-то не понравится, ты не достигнешь того результата, за которым ты пришел, и подумаешь, что все это разводилово, я даю тебе гарантию возврата средств по любой причине, в любой момент времени. Если ты зайдешь на тест-драйв и подумаешь, что все, это не мое, мне это не подходит, или я не изучил ничего нового, я настолько уверен в том, что это вероятность в 1%, что я готов предложить тебе возврат денег. И если тебе что-то не понравится, в любой момент ты пишешь мне или моему помощнику, мы возвращаем тебе деньги без лишних проблем и вопросов в любой момент, не 2 недели, не неделю, любой момент времени, хоть через день, хоть через год после того, как ты получил доступ к материалам, ты просто пишешь, и мы делаем тебе возврат. Например, Ярдан по этой системе уже зарабатывает прямо сейчас и получил $10 тысяч в управление за 1 месяц обучения. Перешел в full-time трейдинг, и Виталий, кстати, здесь неправильно написано, Виталий, у него сейчас $100 тысяч в управлении. Он заработал 13 тысяч чистой прибыли за месяц. И он написал: спасибо, Саша, что показал, что такое настоящая торговля по четким правилам. За 5 месяцев обучения удалось добиться результатов, к которым раньше не мог прийти 2 года. И самый интересный вопрос: сколько стоит участие в тест-драйве? Давай мы не будем завышать цены и гнуть там $1000, $5000 и сделаем по-другому. Мало того, что я даю тебе гарантию возврата средств, у тебя есть возможность присоединиться всего за $15. $15 за то, чтобы получить 3 полноценных часовых уроках с разбором моей торговой системы, разобрать твою торговую стратегию на звонке с трейдером из моей команды, прийти на живые эфиры вместе со мной, где я торгую, проверяю торговые журналы, бэктещу в прямом эфире и показываю свою торговлю, свою статистику, свой журнал.
то, как делаю это я на реальном рынке, с возможностью включить микрофон и задать мне вопрос в любое время. У тебя будет 7 дней доступа в клуб комьюнити единомышленников, который не даст тебе сдаться. 15 баксов это один ужин в ресторане на одного. Это пара чашек кофе в хорошем месте в центре города. Или новая футболка, которая в принципе не изменит ничего. Или возможность узнать и отработать на практике систему, которая принесла мне более 700 тысяч долларов за 2024 и вот уже полгода 2025, и взять в управление более 500 тысяч баксов. Она принесла моим ученикам уже более 100 тысяч баксов и помогла им получить в управление более 1 миллиона долларов. Решать только тебе. Пицца, пепперони или тест-драйв моей системы за 15 баксов с гарантией возврата средств. И если тебе что-то не понравится, здесь невозможно сказать, что я инфо-цыган, я обманываю. Я верну тебе деньги, если что-то пойдет не так, если ты решишь, что это не нужно. Если ты выбрал путь 10% и готов идти дальше вместе со мной, чтобы внедрить эту систему на практике, записывайся на тест-драйв системы по ссылке в описании. Первая ссылка, которая там есть, на тест-драйв за 15 баксов. Спасибо, что посмотрел это видео. Если тебе понравилось, лайк, подписка, как всегда, и увидимся в следующем видосе.